Всем привет! В 1980 году, во время очередного обострения холодной войны и бойкота Московской Олимпиады, в Штатах выходит альбом советской группы Black Russian. И более того, выходит он на самом чернокожем лейбле того времени Motown. В предыдущих видео мы уже говорили про гранж и про самую успешную советскую рок-группу, а сегодня мы свяжем эти темы и поговорим про самую успешную советскую музыкантку, которая хоть и не стала такой же сенсацией, как группа Стаса Намина, но зато писала песни для групп Eleven, Queens of the Stone Age, Парк Горького и Криса Корнелла. Это видео про Наташу Шнайдер. Меня зовут Рома, это канал Рокабай про истории музыкантов, и мы начинаем. Группа Black Russian состояла из 3 человек – супругов Натальи и Сергея Капустиных и брата Натальи Владимира Шнайдермана. Все они в Советском Союзе были известными музыкантами, игравшими с Юрием Антоновым, «Свя поющие сердца» и даже с Давидом Тухмановым. Для последнего Наташа записала песню из Сафо для его самого популярного альбома «По волне моей памяти». Но даже будучи успешными музыкантами, оставаться в Советском Союзе им не хотелось. Играя в коллективах, они не могли исполнять любимые песни западных артистов. Сергей Капустин говорил: «Мы играли 37 песен про то, какой хорошей была коммунистическая партия, и под конец, если повезло, можно было спеть пару песен вроде Killing Me Softly или Ain't No Sunshine, но рок играть нельзя было». А как-то раз его басовую партию не взяли в песню, потому что она звучала слишком по-западному. Компромисс с цензурой становился невыносимым, поэтому к отъезду музыканты начали готовиться сразу, как только узнали, что могли эмигрировать в Израиль, то есть еще в 1973 году. На то, чтобы собрать все документы и подготовиться к переезду, им понадобилось 2 года. 2 года, в течение которых они никому не говорили, что собирались уезжать. И когда в середине 1975-го они подали документы на выезд, с ними прекратили работать все коллективы, и полгода им пришлось жить только на скопленные деньги. Их уговаривали остаться, тем более, что скоро должен был выйти тот самый альбом Тухманова, где пела Наталья, и это сделало бы ее знаменитой на всю страну, но они понимали, что дороги назад уже нет. Тем более Наталья с Сергеем ждали ребенка, и для них было принципиально, чтобы он родился и вырос не в Советском Союзе. Поэтому в канун Нового года семья Капустиных-Шнайдерманов выехала из Советского Союза и начала новую жизнь в Нью-Йорке. Жизнь в Нью-Йорке была непростой. Денег не было, а язык в тот момент они знали плохо. Владимир устроился охранником, Наташа работала на ресепшене в отеле и чуть позже моделью, а Сергей, химик по образованию, смог устроиться косметологом. Но все же основной фокус оставался на музыке. Втроем они собрали группу Black Russian, Наташа пела, Владимир играл на клавишах, а Сергей занимался аранжировками. С самого начала группа хотела подписаться именно на Motown, лейбл, на котором выходили песни Стиви Уандера, Jackson 5 и Дайаны Росс. Но офис лейбла находился не в Нью-Йорке, а в Лос-Анджелесе. И когда они чудом узнали, что вице-президент Motown Гай Коста проездом был в Нью-Йорке, то поехали к нему в отель, чтобы передать записи. В одном из интервью Наташа вспоминает, что их английский на тот момент был настолько ужасен, что им понадобилось 4 часа, чтобы со словарем написать письмо вице-президенту лейбла. В том письме они писали, что у них есть необычный для Америки материал, в котором сочетается классическая музыка и соул. Разумеется, группа не верила, что им перезвонят. Но Коста все-таки перезвонил и предложил группе переехать в Лос-Анджелес. Спустя почти 2 года после переезда в Штаты в 1978 году группа оказывается на западном побережье, где начинает договариваться о подписи первой советской группы на американский лейбл. Не сразу, но лейбл все-таки подписал группу, и та начала работать в студии с сессионными музыкантами. С одной из тех репетиций даже сохранилась запись.
Я находил информацию, что релиз альбома специально откладывали, чтобы дождаться, когда все члены семьи Капустиных Шнайдерманов смогут переехать в Штаты. Теоретически выпуск альбома и широкая огласка успехов советских иммигрантов могли помешать родственникам в оформлении документов на выезд. Летом 80-го, когда все было улажено, альбом группы Black Russian был выпущен. Разумеется, были критики, которые ругали группу за вторичность и за то, что, будучи из Советского Союза, они не добавили в свою музыку ничего, кроме разве что акцента, но преимущественно рецензии на альбом были положительными. Billboard в июне 80-го писал, что у Наташи превосходный голос, который особенно раскрывается на песне «Leave Me Now». Группа готовилась к туру и к записи второго альбома, где, по слухам, должен был принять участие сам Стиви Вандер. Но, несмотря на хорошие рецензии, многочисленные интервью с группой и контрактом на Motown, продажи у альбома не шли. Тур в итоге отменили, группа распалась, а к 1982 году Капустины и вовсе развелись. После чего Наташа вернула свою девичью фамилию, слегка изменив ее, и стала Наташей Шнайдер. Наташа разочаровалась в музыке и решила начать актерскую карьеру, тем более, что за плечами уже был опыт в модельном бизнесе. В 1983-м она уже сыграла эпизод в сериале Hill Street Blues. В 1984-м ее берут на роль советского ученого Ирины Якониной в фильме «Космическая Одиссея 2010», а в 1985-м она сыграет еще несколько эпизодических ролей, в том числе в сериале «Майами Вайс». Снимаясь в кино, Наташа все-таки хотела вернуться к музыке, и когда она давала интервью по поводу одного из сериалов, она сказала, что ищет кого-то, с кем можно было бы писать музыку. То интервью увидел Алан Йоханнес, тогда еще музыкант не сильно известной группы What Is This. В итоге Алана и Наташу познакомили общие друзья, и Наташа присоединилась к группе Алана. Кстати, в группе на тот момент уже успели поиграть Энтони Кидис, Фли и известный вам по видео про Mother Love Bone барабанщик Джек Айронс. К слову, группа довольно быстро распалась, Айронс ушел в Red Hot Chili Peppers, а Алан и Наташа решили переименовать группу в Walk the Moon, и в 1987 году они уже выпускают одноименный альбом. Заглавный трек альбома Daddy's Coming Home какое-то время играл на радиостанциях, но альбом не был коммерчески успешным. В 1988 году, не успев закончить второй альбом, лейбл разрывает контракт с Walk the Moon. Однако судьбы группы Black Russian не повторилась. Наташа и Алан продолжили заниматься музыкой. Пока клип группы Walk the Moon крутили на MTV, его случайно увидел Фрэнк Заппа, который захотел познакомиться с музыкантами. Так началась их долгая дружба. Есть даже видео, на котором Заппа играет вместе с тувинцами, а среди гостей как раз Алан и Наташа. В 90-м году Джек Айронс воссоединяется с Аланом и Наташей, и втроем они создают группу Eleven. А уже в 91 году выпускают первый альбом Away in a Dream, который совершенно не был похож на то, что они делали в Walk the Moon. Музыка была скорее смесью фанка с соулом, но уже с мелодиями, которые потом станут визитной карточкой Алана и Наташи. Как раз в то время басист и гитарист когда-то Mother Love Bone решили создать Pearl Jam и искали ударника и вокалиста. Одну из копий своих демок они отправляют другу в Калифорнию, барабанщику Eleven Джеку Айронсу. В прошлый раз я сказал Red Hot Chili Peppers, но я ошибся, потому что к тому моменту он уже ушел из Red Hot Chili Peppers. Айронс отказывается играть в новой группе, но обещает передать записи своему другу Эдди Ведеру, который и станет вокалистом Pearl Jam. Позже, когда Pearl Jam поедет в свой первый собственный тур, на разогрев они позовут группу Eleven. В какой-то момент в туре они встретят группу Soundgarden, и окажется, что обе группы были фанатами друг друга. В конечном счете музыканты становятся друзьями, и через пару лет Soundgarden даже выпустят шутливые интервью с Наташей и Аланом, приуроченные к выпуску нового альбома Soundgarden.
I try to think of singing more as yelling, like my parents used to yell at me when I'd steal the car without asking. You know, that sort of... Steal the car without asking. Is there a stealing a car with asking? I don't know if I would say that. В 1993 году Eleven выпустят свой второй альбом Eleven, в котором уже не будет фанка, но будут мощные рифы, напоминающие Led Zeppelin, и вокальные мелодии, которые будут узнаваться в их дальнейших работах. В 1994-м Адам и Наташа помогают группе Парк Горького с сочинением и записью их третьего и четвертого альбомов. С группой их познакомил Фрэнк Заппа, который в свое время узнал про Парк Горького через своего старого приятеля Стаса Намина. В том же году группа осталась без лейбла, а Джек Айронс все-таки решил присоединиться к Pearl Jam. Группе пришлось просить ударника Soundgarden Мэтта Кэмерона помочь дописать альбом. В итоге третий альбом группы, Thunk, все-таки вышел в 1995 году, но не принес группе ни славы, ни денег. В 1996-м Soundgarden взяли Eleven в свой тур в поддержку альбома Down on the Upside, в котором Soundgarden даже платили группе Eleven, потому что у тех просто не было денег. К слову, Soundgarden распадется уже в 1997 году, и Корнелл захочет записать свой сольный альбом. Для помощи в записи, продюсировании и сочинении Корнелл позовет Наташу и Алана. На альбоме они запишут гитару, клавиши, орган, бас, споют бэк-вокал, а на одной из песен на баяне сыграет отец Наташи, Михаил Шнайдерман. Да, альбом не станет прорывом в продажах, и в Billboard 200 дойдет всего лишь до 18 строчки, но песню Can't Change Me в 2000 году номинируют на Грэмми. Мне, кстати, очень нравится этот альбом, и если послушать сперва альбом Eleven, а потом включить этот альбом, то слышно, насколько сильно Алан и Наташа повлияли на звучание альбома. После этого альбома Наташа и Алан поехали в тур вместе с Крисом Корнеллом в качестве его сессионных музыкантов. Но и про свою музыку ребята не забывали. И если верить некоторым ресурсам, то в 2000 году Корнелл помог ребятам подписаться на лейбл и выпустить четвертый альбом группы Eleven Avantgarde Dog. Где-то в это же время тот самый барабанщик Soundgarden Мэтт Кэмерон женится, и на его свадьбе Алан и Наташа знакомятся с Джошем Хоми. И это было еще одной встречей, которая обернется долгой дружбой и работой вместе. Сперва Eleven поедет в тур вместе с Queens of the Stone Age, потом примут участие в записи 7 и 8 частей Desert Session. А потом и вовсе станут почти постоянными участниками Queens of the Stone Age. Алан будет помогать с продюсированием и записью гитары, а Наташа с клавишными и бэк-вокалом на таких альбомах, как Song for the Deaf, Lullabies to Paralyze и Era Vulgaris. This is WOMB, The Womb. В перерывах между записью с Queens of the Stone Age в 2003 году Eleven самостоятельно выпустили свой последний альбом Halloween Book. После этого в 2005 году Наташа полноценно присоединилась к Queens of the Stone Age в качестве клавишницы и бэк-вокалистки. В составе группы в 2005 году Наташа впервые за 30 лет приехала в Москву. Наверняка не все из пришедших на тот концерт знали, что в составе группы выступает их землячка. К сожалению, видео с того концерта в Москве в хорошем качестве мне найти не удалось, но есть видео с того тура. В
2006 Eleven собрались оригинальным составом для записи нового альбома. Они даже успели записать вместе 5 новых песен, но как и гастроли в составе Queens of the Stone Age, запись альбома пришлось отложить, потому что у Наташи диагностировали рак легких. Начав химиотерапию, она почти перестала заниматься музыкой, и последнее, в чем она успела принять участие, была песня Guilt by Association группы Луи XIV, на которой она сыграла партию клавесина. Наташа Шнайдер умерла 2 июля 2008 года ровно в 11:11. Алан позже скажет, что это была ее последняя шутка. В августе 2008 года музыканты групп Queens of Stone Age, PJ Harvey, Tenacious D и многие другие, конечно, Алан Йоханнес, дали концерт в память Наташи Шнайдер. That's not easy. Позже, в 2010 году, Алан в память о жене выпустит альбом Sparks. Такая история Наташи Шнайдер, девушки, которая в 20 лет улетела в неизвестную ей страну ради музыки, которая не перестала ей заниматься ни после распада Black Russian, ни после того, как лейбл расторг контракт с Walk the Moon, ни после того, как не было денег даже на то, чтобы поехать в тур с Eleven в нулевых. Это видео, как и видео про парк Горького, мне помогал сделать Александр Морсин. Если вам интересно узнать больше о том, как другие советские музыканты покоряли Америку в 80-х, то ссылку на телеграм-канал Саши между The Rolling Stones и Достоевским вы можете найти в описании к этому видео. Там же будут и ссылки на плейлисты со всеми песнями из видео. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите, про какие группы хотели бы послушать. И всем всего хорошего. Пока.